Кризис в Манчестер Юнайтед, трансферные планы Реала, топ-10 ограблений в истории Золотого Мяча, операция Неймара. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Реал надеется купить Альфонсо Дэвиса этим летом. По информации Релева, мадридский клуб уверен, что сможет приобрести защитника Баварии по окончанию сезона. Клуб уже год работает над сделкой, которая будет непростой. Контракт канадского футболиста с Баварией рассчитан до 2025 года. Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать соглашение, оправдывая это нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны. В Реале считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры этим летом, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно. Мадрид уже использовал эту стратегию при трансфере Тони Кросса за 25 миллионов евро в 2014 году. Ожидается, что трансфер Дэвиса обойдется клубу примерно в 2 раза дороже. При этом сливочные уверены, что игрока ждет большое будущее и что он сможет добиться прогресса в Реале. Бавария убеждена, что защитник хочет покинуть клуб и уже начала поиск игроков на замену. Неймар перенесет операцию на этой неделе. Ранее нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора к ЧМ 2026 с Уругваем. У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Аль-Хиляль планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам игрок захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Глоба. Ожидается, что процедура пройдет в Белу-Оризонте в этот четверг. Предполагается, что восстановление игрока займет примерно 10 месяцев. Глава PFA считает, что некоторые звездные футболисты откажутся играть за сборные. Руководитель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Маэта Маланга сказал, что игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей. Еще одна причина возможных отказов – нежелание ехать на ЧМ 2034 в Саудовскую Аравию. Ранее FIFA подтвердила, что заявка на организацию турнира поступила только от этой страны. Чемпионат, вероятно, будет проведен зимой, как и в Катаре в 2022. В заявлении Маланга говорится следующее. Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются. Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным. Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты. Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет. Игроки Манчестер Юнайтед не разделяют резкий подход Эрика Тен Хага. По информации Daily Mail, игроки манкунианцев опасаются, что жесткий подход главного тренера к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде. Футболисты считают, что обращение Тен Хага с определенными людьми оказало негативное влияние на сплоченность Юнайтед. Суд отклонил один из исков Криштиану Роналду к Ювентусу. Ранее Роналду подал в суд на Ювентус из-за задолженности по зарплате. Туринцы до сих пор не выплатили ему обещанные 19,9 миллионов евро. Сообщалось, что у португальца было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее Бьянконере отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса. В пояснении к бюджету туринский клуб отметил, что сумма, которую хочет взыскать Роналду, составляет 19,5 миллионов евро. Португалец подал 2 иска к Бьянконере, один из которых был отклонен. Лерой Сане намерен заключить долгосрочный контракт в будущем.
Действующее соглашение Вингера с Баварией рассчитано до 2025 года. В данный момент футболист сосредоточен на игре и может принять решение относительно своего будущего только предстоящим летом. Вероятно, это произойдет после завершения чемпионата Европы. Отмечается, что немец хочет подписать контракт на 5 лет с Баварией или другим клубом. При этом Сане не будет требовать значительного повышения зарплаты. Сейчас он зарабатывает около 19 миллионов евро в год, а лимит, установленный мюнхенским клубом, составляет 25 миллионов. Переговоров между игроком и Баварией еще нет, но Сане комфортно себя чувствует в команде. Если это не изменится в дальнейшем, вероятность продления соглашения будет достаточно высокой. Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет Ливерпуль. Англичане могут попытаться подписать его в случае ухода Мухаммеда Салаха. Британское издание 442 на своем сайте опубликовало рейтинг главных ограблений в истории награды «Золотой мяч». Топ-10 возглавил «Золотой мяч» Лионеля Месси в 2021 году. Вместо него его должен был получить Роберт Левандовски. На втором месте расположились «Золотой мяч» Павла Недведа в 2003 году и «Золотой мяч» Андрея Шевченко в 2004. Тогда Тьерри Анри заслуживал забрать оба приза. Тройку лидеров замкнул «Золотой мяч» Лео Месси в 2010. По мнению издания, Уэсли Снейдер сделал в тот год больше для получения приза, чем аргентинец. На четвертом месте Криштиану Роналду, который должен был проиграть Франку Рибери в 2013 году. На пятой строчке находится Месси, несправедливо опередивший Вирджила ван Дейка в 2019. На шестую строчку издание поставило «Золотой мяч» Луки Модрича в 2018. Они считают, что Криштиану Роналду, Мухаммед Салах и Антуан Гризман больше заслуживали эту награду. На седьмом месте Альфредо Ди Стефано, который должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956. На восьмом месте находится «Золотой мяч» Майкла Оуэна. По мнению 442, награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю. На девятом месте находится «Золотой мяч» Луиса Суареса, который не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году. А десятку закрывает Джанлуиджи Буффон, который заслуживал получить ЗМ больше, чем Фабио Каннаваро в 2006. Портал Хускорт опубликовал символическую сборную АПЛ по итогам октября. На позиции голкипера находится Гульельмо Викарио из Тоттенхэма. В защитной линии Киран Трипьер, Итан Пинок, Кристиан Ромеро и Виталий Миколенко. Линия полузащиты состоит из Мухаммеда Салаха, Доминика Сабаслаи, Дугласа Луиса и Дуайта Макнила. А в линии нападения расположились Брайан Мбимо из Брентфорда и Сон Хэн Мин.